Всем привет! С вами канал Факты для тебя. Сегодня поговорим об интересных фактах об Иване Грозном. Итак, давайте сразу начнем с первого факта. В краткой биографии Ивана Грозного он именуется царем и великим государем всея Руси. Он был первым из российских правителей, официально взявшим себе царский титул, так как отец его Василий III носил титул великого князя, который обладал меньшим политическим весом. Но Иоанн Васильевич решил, что быть царем лучше, а потому сам себя им и провозгласил. Другие государства признали за ним этот титул, так как русское государство тогда уже обладало солидарным весом на мировой арене. Факт второй. За свою жизнь Иван Грозный провел у власти более 50 лет, дольше, чем любой другой правитель в русской истории, отчасти потому, что официально он получил трон в возрасте 3 лет. Упразднив Верховную Раду, он получил власть самодержавия, взяв в свои руки вообще всю власть. Последствия такого решения были и негативные, и положительные. Так царь сумел увеличить площадь страны почти вдвое, и именно он усмирил грозное Казанское ханство, включив его в состав Руси. Факт третий. Именно Грозный был последним на практике правителем из династии Рюриковичей, правившей Русью более 7 столетий. Номинально последним был его сын Федор I, но лишь номинально, так как Федор Иоаннович, как считается, был слаб умом и здоровьем. Он не был способен на государственное управление, и в эпоху его правления реальная власть оставалась в руках Боярского совета. Факт четвертый. Царь был человеком с взрывным характером, к тому же он явно был склонен к жестокости. При этом на протяжении всей жизни Иван Грозный был очень религиозен, и учрежденная им опричнина была прочно связана с религиозными ритуалами. Правда, именно опричнина считается главной ошибкой правления Иоанна Грозного, так как она привела к террору и массе внутренних проблем. Эти проблемы позднее вошли в число причин, которые привели к смутному времени. Факт пятый. Останки Ивана Грозного были изучены с помощью современных технологий, и результаты исследования оказались очень интересными. В них нашли следы мышьяка и ртути, вследствие чего возникла теория о том, что царя на протяжении многих лет медленно травили этими веществами. К тому же, это объясняет пошатнувшееся здоровье самодержца и его психику, со временем явно ставшую нестабильной и неуравновешенной. Факт шестой. В число основных увлечений царя входили охота, чтение и игра в шахматы. Известно, что Иван Грозный владел огромной библиотекой, которая считалась крупнейшей во всей Европе, но после смерти царя она была утеряна. Вероятно, она безвозвратно погибла в смутное время. Факт седьмой. Исследователи биографии Ивана Грозного пришли к выводу, что царь являл собой сочетание несочетаемых, казалось бы, черт. С одной стороны, он уделял много времени на прием посетителей из простого народа, действительно помогая многим людям. Он безжалостно преследовал коррумпированных чиновников и покровительствовал иностранным купцам. С другой стороны, царь легко опьянялся кровью и жестокостью и стал причиной гибели многих тысяч людей. Известно, что он сам нередко и с удовольствием присутствовал при пытках неугодных. Факт восьмой. Иван Грозный стал также именоваться Иваном IV с легкой руки историка Карамзина, так как при жизни его называли просто Иоанном Васильевичем, а Грозным его прозвал народ. Карамзин же, вероятно, отчасти приложил руку к созданию образа царя, как неуравновешенного и попросту опасного для окружающих человека. Историк его явно недолюбливал. Факт девятый.
Женат царь был 6 раз, и он даже сватался к английской королеве Елизавете I. Причем в это время Иван Грозный уже был женат, но его это не смущало. После отказа со стороны королевы он сватался к ее родственнице Марии Гастингс, но также неудачно. Даже те историки, которые оценивают годы правления Ивана Грозного негативно, признают, что он некогда был одним из наиболее образованных и эрудированных людей в мире. Кроме того, именно он повелел открыть в Москве бесплатные школы всех желающих, а также занялся организацией первой московской типографии, построив печатный двор. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее.